В этом видео мы посетили чайный дом в Корее, чтобы попробовать корейский чай и узнать про чайную культуру в этой стране. Расположен он посреди города в ничем не примечательном здании, окруженном горами со всех сторон. Давайте же зайдем внутрь. Так выглядит этот чайный дом. Здесь есть стойка, за которой сейчас уже сидят люди. Обычные столы для тех, кто не хочет садиться на традиционные. На традиционных у них есть низкий столик, который пришел из чайной церемонии. Есть красивая посуда, из которой наливают. Посуда может меняться в зависимости от того, что это за церемония и в какое время года даже она происходит. Сейчас пойдем посмотрим меню, что здесь представлено. Тут есть достаточно большое количество сортов чая: черные, белые, зеленые, желтые. Также тут есть молочные чаи и сезонные, например, чай с хризантемой. Чаи здесь привезены из разных стран: Китая, Тайваня или сделаны в Корее. Нам посоветовали выбрать желтый корейский чай. Его мы и взяли. Это чай из провинции Ходон. Это одна из 3 плантаций чая в Корее. Расположена эта провинция на подножье второй по величине горы Кореи – Чересан. Здесь необычайно красиво, и ежегодно в конце весны в этой провинции проводится чайный фестиваль. Здесь и начинается чайная церемония. Мы можем увидеть различные чайники и приспособления для приготовления чая и десертов. В Корее осенью празднуется Чесок. Это праздник, в который принято дарить подарки своим близким. И для этого здесь подготовлены вот такие подарочные наборы с чаем. Также тут рядом есть подарочные наборы с посудой и чаем. Такой, например, стоит 100 тысяч вон. Рядом есть еще маленькие чайники и пиалки, и чай пуэр. Маленький, например, стоит 20 тысяч вон. У большого цена здесь не указана. И тут есть вот такой чай из магнолии за 15 тысяч вон. Традиционно в Корее чайные церемонии проводили не так, как в Китае. Изначально это все пришло из Китая, конфуцианства, и в самые древние времена эпохи Чосон чай использовался только как подношение в буддийских храмах. После уже со временем чайная церемония стала обрядом королевской семьи, и она была доступна только высшим классам сословий. И уже под конец эпохи династии Чосон обычные семьи тоже стали использовать чайные церемонии, но не чтобы расслабиться или попить чаю, а как обряд почитания предков. Уже после, со временем, это перешло в то, что мы знаем сейчас. Они используют чайную церемонию, чтобы просто отдохнуть от городской суеты. Отличается от японской и китайской чайной церемонии, например, она тем, что здесь не так строго соблюдают все правила. Просто пьют из традиционной посуды хороший чай, который вам заваривает мастер. Со временем уже чайная церемония стала непопулярна, потому что корейцы открыли для себя кофе, а чаю отведено второстепенное место. И вот нам уже принесли наш чай. Сначала его немного потрясли, чтобы он раскрыл свой аромат. После его залили 90-градусным кипятком и оставили на 50 секунд завариваться. Затем его переливают через ситечко в другой чайник, откуда мы уже будем разливать чай по нашим кружкам. Чай имеет насыщенный желтый оттенок. Нам сказали, что он должен иметь легкий цветочный вкус, но это мы узнаем уже попозже, когда нам принесут десерты. А пока перельем его в наши чашки. Наливаем все аккуратно поровну, чтобы никому лишнего не доставалось.
Также в Корее принято, что когда вы наливаете чай, его нужно держать на высоте 1-2 чашек. В таком случае, когда вы его будете наливать, будут образовываться пузырьки. Корейцы верят, что эти пузырьки приносят счастье и удачу, и поэтому они так наливают чай. Здесь используется очень красивая чайная посуда. Это вот такие чашки необычной формы. Подставки из дерева в виде гибискуса. Очень красивая работа по дереву. Сама чайная заварка находится в керамическом чайнике. Он достаточно тяжелый, у него очень плотная крышка длинная, и вот так он выглядит внутри. Термос здесь используется удобной китайской фирмы. Он не прольет воду. Для того, чтобы налить оттуда чай, нам нужно нажать специальную кнопку на ручке. 디저트는 다 응? 다시? 아, 네. I made. Ah, that's handmade. Thanks. It's very tasty. Thank you. Нам принесли закуски. Они сделаны им собственноручно, поэтому это заняло какое-то время. Здесь голубика. Это желе из ягоды. Оно очень вкусно сделано. И давайте теперь попробуем чай. Желтый чай просто приятный. Он не имеет яркого такого оттенка, просто легкие ноты цветов. Попробуем теперь матчу в виде желе. Это очень вкусный десерт. Его трудно сравнить с чем. Вот в России. Камсамнида. Вот нам принесли еще шоколад из матча. Он тоже сделан собственноручно. Это, я так думаю, очень-очень вкусная вещь. Попробуем теперь шоколад из матчи. Это нежнейший шоколад. Нежнее, наверное, только белый какой-нибудь, который просто тает во рту. Хотя это тоже тает секунд за 5. У него очень нежный вкус молочный. И при этом тут раскрывается вкус матчи, но не вот этот горький, как часто бывает, а нежнейший вкус этого зеленого чая. Если же после этого запить чаем, то вкус раскрывается вдвойне, как чая, так и десерта. Когда будете в Корее, обязательно попробуйте зайти в традиционные чайные дома или в традиционные кофешопы, кофейни. Здесь очень много сетевых мест, но там стоимость такая же, а вкус разительно отличается. Поэтому не упускайте такой возможности. Обязательно зайдите и попробуйте чайную церемонию. Стоит здесь это все намного дешевле, чем в Москве, потому что у нас чайная церемония, насколько я помню, стоит от 3000. Здесь же за весь этот чай с десертами вместе мы заплатили не больше 1000 рублей. В качестве сервиса нам также принесли вот такой вот чай. Его сделал собственноручно владелец, пока мы тут сидели, отдыхали. Это чай ройбуш с добавлением яблока, цедры лимона и корицы. Осенний чай. Он нам подарил его за то, что мы здесь снимаем видео, и мы ему понравились как люди. В Корее часто принято делать какие-то подарки в качестве сервиса от заведения. Поэтому, когда вы куда-то идете и вам что-то предлагают, принято не отказываться, а принимать это и говорить спасибо. Попробуем же этот чай. У него очень приятный вкус. Каждый компонент очень приятно раскрывается во рту. К нам сейчас подошел владелец, и мы ему очень понравились, поэтому помимо осеннего чая, он сказал, что недавно ему мама приготовила томаты, и он хотел бы дать нам их попробовать, поэтому сейчас увидим, что из этого получится. Это оказались вот такие черри. Сразу видно, что их выращивали собственноручно. Они оказались очень сладкими и хрустящими. В Корее также принято, что томаты, в особенности черри, это не овощ, а фрукт.
Они часто кладут их вместе с виноградом, яблоками. Это очень странно, но тем не менее так. Видимо, из-за того, что они сладкие. После мы разговорились с владельцем чайной. Мы сказали, что нам очень понравился осенний чай, который он нам приносил. После чего он подарил нам 2 вот таких чайных пакетика и пожелал насладиться ими дома. Нам чайная церемония очень понравилась. Пусть это было проведено не по всем обычаям, но корейские чайные церемонии тем и отличаются, что это церемония в неформальной обстановке, цель которой просто расслабиться и сбежать от городской суеты. Нам очень понравилось, что мы пообщались с владельцем, он нас угостил осенним чаем, также предложил немного томатов черри. Десерты здесь также были собственноручно сделаны, они все супер вкусные. И чаи тоже прекрасно раскрывают свой вкус. Особенно мне понравилось, что мы попробовали корейский чай, который был собран в Корее, а не в Китае или где-нибудь еще в Юго-Восточной Азии. Поэтому, если вы будете в Корее, обязательно попробуйте посетить традиционные чайные дома или традиционные кофешопы, кофейни. С вами был канал Ре Корея. Подписывайтесь на канал, если вам интересна Корея, ставьте лайк под видео. Всего хорошего и до новых встреч!